Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро на неделю с 29 июля по 4 августа. Давайте спросим у карт, как они видят события ближайшего будущего. У нас сегодня колода добра. И изображение и значение карт подается с позиции позитивной психологии. Поэтому будьте добрее к своей мечте, к самим себе. То, что бы вы хотели осуществить. И даже если, ну, хоть камни с неба или какие-то тысячи неопределенностей, главное в самом себе не сомневаться. И тогда обязательно, пусть каким-то альтернативным вариантом, но судьба находит выход или дает вам какую-то возможность. И это будет важно не упустить. Если же мы такие, ну, настроены на какую-то определенную канву или на то, что вот должно быть только таким образом, по-другому быть не может, но тогда мы чего-то можем и не заметить. Давайте узнаем. Я же вас хочу пригласить на свой сайт и оставлю ссылку в описании под видео, прочитать планетарные гороскопы как на месяц, так и до конца 2024 года. Для кого интересно, есть статьи по психологии. Одним словом, ссылку в описании под видео оставлю. Кому актуально, переходите, читайте. Мы с вами идем дальше. Что важно знать, первая карта или какие энергии на эту неделю будут преобладать. Неожиданности или чего не избежать. Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать на этой неделе? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Первая карта – дела, работа, бизнес. Финансы. И личная жизнь. Что же важно? Ух ты, победа! На этой неделе у вас победа как минимум в одном вопросе. Что-то у вас получается. Приходит какая-то информация. Какой-то приз вы выиграли или, может быть, по работе что-то, по учебе, по вашему ремеслу, творчеству или по вашему хобби, которое вы собираетесь монетизировать, тоже что-то получится. Или важный документ вы получаете. Что-то у вас здесь по части организации собственной жизни, работы, учебы, каких-то бонусов со знаком плюс, когда вы довольны собой, мои дорогие рыбы и рыбки, когда что-то доброе, хорошее просто входит в вашу жизнь по этой карте. Еще идет, как вы в центре внимания. По этой карте идет уверенность. И еще нам говорят, что эту победу вам придется удерживать. Не время расслабляться. А уж если мы говорим про центр внимания, вы можете быть действительно в каком-то своем социуме, на вас будут это внимание обращать. И вы прочувствуете, может быть, и у кого-то, кстати, это могут быть сразу вопросы, надо мне уделить внимание своему имиджу, потому что как будто какой-то ваш статус или то, что какая-то метаморфоза со знаком плюс происходит, она как раз и заставляет вас из-за внимания окружающих себя где-то подкорректировать. Пусть это не для всех, но для кого-то будет очень актуально, поскольку встречают нас все-таки по одежке, провожают по уму. Но при встрече нужно как-то вот выглядеть или какой-то имидж, он сам это как первое впечатление, оно как раз глубже всего западает в душу. Давайте посмотрим неожиданности, любовь. По этой карте нам говорят, сепарация или разделение – это только иллюзия. У кого-то может быть знакомство, может быть встреча с человеком, которым вы были знакомы прежде, потом долгое время не виделись, или контакты были какие-то утеряны, это как давний друг, подруга. И здесь случайно вас может свести судьба. По этой карте может быть, кстати, примирение в тех парах, когда вы прежде не нашли взаимопонимания. И здесь вот как раз помириться можно. Кроме всего прочего, у вас еще и сильная позиция, умение договориться. Или ведь это старший аркан, и посмотрите, опять же, шестой аркан в этой колоде. Это как две каких-то победы у вас может быть на этой неделе. Вообще что-то очень судьбоносное, сказала бы я так. Вы знаете, не время, если вот мы говорим о сепарации или вот в неожиданностях, знаете, не время ставить какой-то вопрос
в такой контекст. Пусть будет или так, или так. Вот как будто себе программировать какие-то условия. Здесь нужно быть открытому миру и каким-то возможностям, как новым новостям. Чего-то не упустить для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, будет важно. Мало одной какой-то победы. Так тут вам судьба как будто на руку может играть. Вот есть такая фраза, может и не самая красивая, но именно в какой-то последовательности или в умении видеть вещи цельными, без разделения, без вот этих или, для себя какую-то ситуацию или отношения. Может быть, вопросы по работе, по учебе, возможно, на что-то согласиться. Вам придется на этой неделе. И тогда это для вас откроет новые перспективы. Правда, какие-то победы. Чему сейчас не время? Еще одна шестерка, и 6 это всегда победа. У вас третья шестерка идет, мои дорогие. Что-то судьбоносное может быть. Но пока не время куда-то отправляться. Может быть, и новость приходит так, что вы от чего-то не можете отказаться. Что-то перспективное, может быть, вам предлагают. Но сказать, что мы вот так с места в карьер куда-то срываемся и летим, то нет. Видимо, есть какие-то моменты, которые вы должны продумать, просчитать или найти недостающую информацию. Или по этой карте нам могут еще сказать о таком моменте, когда не время менять путь свой. Эта карта именно в этой колоде мудрости, и еще есть такое значение, как посвящение. У кого-то посвящение в должность может быть буквально так. Или вы заканчиваете учебное заведение, и перед вами стоит выбор. Может быть, как распределение у кого-то. Или выбор по работе, чем я буду заниматься. И что-то складывается для вас очень хорошо. Тогда вот не время будет что-то перекраивать в какой-то другой контекст. Или, знаете, как изменить резко направление. Но вот этому не время, потому что как сама судьба пытается вас провести по какому-то более интересному фарватеру. Давайте откроем, что же вам помогает. Вы набираете темп. Это карта, еще одна карта победы и какой-то, знаете, счастливой трансформации. Вы набираете, как я уже сказала, темп тут вот именно возрастает, как и ваша популярность, как и ваши возможности, как ваши жизненные силы, мои дорогие. Здесь что-то меняется, причем это может быть вообще неделя, когда много информации приходит на ваш порог, и каждая информация ценна. И что-то вы не сможете отложить на потом. Кое железо пока горячо. Вот это всегда по 8 огня. Вам действительно судьба может открыть какие-то новые перспективы, причем настолько, что вы даже не предполагали. Поэтому не думайте, что какие-то предложения будут поступать все время. Мы здесь должны пройти как какие-то трансформационные перемены, и тогда для вас это будет со знаком плюс. Тут сплошные плюсы, мне нечего добавить. Нужно каждый день этой недели прожить, чувствуя, наверное, каждую минуту. Что скрыто? По пажу воздуха вам может захотеться с кем-то поспорить или от чего-то отказаться. Или могут быть такие люди, которые, не все радуются вашему успеху, мои дорогие рыбы и рыбки. Могут вас от чего-то отговаривать. У вас может быть по пажу воздуха какая-то совершенно своя точка зрения. Но вы ведь люди интуитивные. Вы ведь можете где-то видеть на пару шагов вперед. А кто знает, может быть, человек, который с вами спорит или вам как бы противоречит, он не видит того, что видите вы. Здесь своя точка зрения, она наиболее важна. Есть по этой карте еще значение любопытства к жизни. Вот это то, что скрыто. Какой-то совершенно новый проект или предложение может вас заинтересовать. Никто ничего не скрывает. Эта карта вот именно любопытство к жизни, как новые просторы, новые берега, какие-то новый кругозор, новые горизонты. Они открываются следом за теми событиями, которые происходят на этой неделе. Просто вы не видите пока еще продолжения. А продолжение следует. Дело, работа, бизнес, 5 огня. По этой карте
Правда, вот куда-то не торопитесь. И также не торопитесь откликаться на какие-то множество, понимаете, как советов посторонних или на чужую точку зрения. И это будет касаться работы, учебы, каких-то документальных согласований. По этой карте, знаете как, вот есть такое прописано эксперимент с безумной идеей. И это где-то можно увязать тот контекст, точнее тех карт, значений, которые я сказала. Это какая-то ваша идея. Вот ей нужно отдавать предпочтение. Но не создавать конфликта, уважать различия. Вот по пятерке огня всегда идет, или пятерка жезлов, я ее называю картой информационного хаоса. И вот этот хаос создают ведь люди. Почему? Да потому что каждый свою какую-то думу думает или имеет свое личное мнение, а вам в другом направлении. Вам нужно вот то, что думаете вы, мои дорогие рыбы и рыбки, сохранять. Это ваши какие-то перспективы. И будет важно то, как видите вы. Но в то же время уважать различия. Может быть, вот карта «Любовь», мы ведь об этом и говорили, что сепарация – это только иллюзия. На какое-то взаимодействие, направленные ваши действия, или, может быть, это какие-то контакты, тоже вам способствуют вашему прогрессу, вашим победам и вашим перспективам. Финансы. Финансы есть, финансы будут, и поэтому какие-то возможности будут способствовать еще и финансовому доходу. Может быть, как новая сфера деятельности или труд. Заканчивается учеба, и теперь по десятке земли как раз финансовая какая-то ваша стратегия, тактика будет тоже набирать темп. У кого-то из вас меняется что-то дома, может быть, десятка земли – это карта благополучия и вообще полного баланса, не только по деньгам, но и еще по решению имущественных вопросов или по решению вопросов, связанных с недвижимостью. Может быть, у кого-то из вас продать и купить жилье. Вот здесь могут быть какие-то варианты. Но вверху у нас карта шестерка воздуха, значит, не время буквально куда-то отправляться или, ну, знаете, как какой-то проект кардинально переделать. Или все же не время, нам говорят, менять какие-то свои взгляды или то, что вы до этого времени отстраивали, как-то вот это все разрушить. Десятка земли, нечего добавить. Правда, деньги есть, деньги будут, если мы говорим в разрезе недели. Но я вижу в этой карте какие-то еще и новые перспективы по части финансов. Потому что у вас много позиций таких карт, и тем более 6, как победа в нескольких сферах жизни. У победы условно, успешный период. Вот больше так я хотела сказать. И этим не заканчивается, еще и помогает наращиванию темпа. Сами по себе возможности к более счастливому периоду жизни, к новому качеству жизни. Что же в личной жизни, пятерка воды? Вот пусть бы было что-то другое, но, мои дорогие, что выпало, то выпало. По части личной жизни здесь может быть завершение одной истории, и где-то уже будет совершенно другая. Для кого-то я могу даже так предположить. Может быть, есть отношения, которые вы уже завершили, потому что по пятерке воды это какая-то проигрышная ситуация, и нам карта говорит, нахлынуть могут эмоции, и ты им позволь нахлынуть, потому что жизнь, как волна морская, есть приливы и отливы. Если ты какому-то разочарованию или, вот, может быть, какому-то проигрышу по части личной жизни или какой-то любовной истории, что-то у вас не состоялось, и если это на вас как эмоция нахлынула, поверь, говорит эта карта, это точно так же и уйдет. Уйдет, как канет в лето, тебя отпустит, буквально выплакать свое горе. Нас приглашает карта, прописано в этой колоде такое значение. Я понимаю, не у всех тут есть что выплакать. У кого-то, может быть, это связано с какой-то иной разочаровывающей ситуацией, но которая даже по работе коснулась вашей души очень глубоко, застряла, и вы о чем-то сожалеете. Ну, так тогда всплакнуть, ну, где-то себя
посочувствовать самому себе, быть милосердник как раз к самому себе, допустить, что ну да, вот тяжело переживается какое-то событие. И тогда мы быстрее через это перешагнем. Мы быстрее выйдем из какого-то тупика эмоционального, потому что эмоции нас потом отпустят. Может быть, признать, что мы в чем-то совершили ошибку. Мы что-то вовремя не досмотрели. Ну, так мы люди. Мы еще 100 раз, если не 1000 раз ошибемся. Это не повод застревать. Это просто мы, да, допускаем, что мы можем ошибаться и идем дальше. Вот что-то подобное через личную жизнь, несмотря на все карты, вот может быть на этой неделе. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.